Притачали мы пояс. И вот это вот место, где у нас вставка из ткани основной, мы должны разутюжить. Я сейчас хочу объяснить дальше наше действие так, что вот у нас вот так перегнется пояс. И вот это место у нас должно быть разутюжено. И разутюжено должно быть и сделана натечка. Почему? Потому что у нас потом плавно пояс перейдет в припуск, направленный в одну сторону. Если вот это место у нас будет разутюжено, а вот это уже переход на одну сторону. Поэтому где-то, не доходя сантиметра 2 до соединения двух деталей, кашкарсы и вставки пояса, мы должны сделать маленькую натечку. Вот так вот взять чуть-чуть и натечь. То есть дать маленькое такое движение. Вот этот вот шов притачивания, шов соединения подборта с внутренней частью пояса мы тоже разутюжили. И должны надсечь не припуск не подборта, а самого пояса тоже на таком же расстоянии. Вот если вот сейчас вот поясню. Если мы надсекли вот здесь вот, не доходя 2 сантиметра, то и здесь на стороне внутренней части пояса и где соединен у нас подборт, тоже должны в этом же месте надсечь. Сделать такой плавненький переходик. Вот это у нас разутюжено, и вот так вот потом плавно перейдет. Сейчас мы должны наметать молнию. Но прежде чем наметать молнию, нам необходимо найти правильность, длину молнии. У меня молния длинная. Примерно длина борта у меня получилось 64, а молния у меня 80. Ну, когда я покупала молнию, я же не знала, какая у меня будет длина, поэтому я всегда не заморачиваюсь, покупаю подлиннее. Сейчас в данный момент нам нужно найти, где же нам отрезать молнию правильно. Некоторые берут вот так вот и прикладывают, вот так вот возьмут, и приложат, бац, и отметят. Нет. Сейчас я покажу, как надо. Смотрите, берем молнию. Вот у нас пояс. Вот у нас нижний край пояса. Я даже, вы знаете, у нижнего края пояса сделаю маленькую натечку. Вот прям чуть-чуть 0,2 сделаю, чтобы нам потом перегибать и видеть. Вот у нас нижний край пояса. И берем мы молнию, прикладываем нижний ограничитель молнии прям впритык линии перегиба. И начинаем распределять. Главное знать, что саму молнию мы держим. Не натягиваем как со всей силы, а держим. Мы ее держим. Она у нас практически как струна, а нижний слой ткани у нас слегка свободный. Вот так вот я уложила, пальцем зафиксировала, пошла дальше. И так маленькими шажками. Молнию слегка подтягиваю, а нижний край свободный. Вот он у нас даже видно. И так попеременно идем и передвигаемся. И вот, получается, мы дошли до вот этого места. Я сейчас вот так вот скалю, чтобы понятнее было. Скалю, как у меня приложилось. И вот у нас получается вот верхний край воротника. Вот он. И мы отмечаем от линии перегиба, от линии соединения верхнего воротника, и где у нас будет настрачиваться молния, граница молнии, мы отмечаем на молнию не впритык, а примерно
0,2, 0,3 ниже. Вот я отмечаю 0,2, 0,3. И эту отметку мы сделали на одной стороне. Все. Сейчас мне нужно укоротить молнию. В застегнутом виде на изнаночной стороне мы находим прямую линию. Вкладываем линейку по нашей намеловке и под прямым углом. То есть сверху вот у меня здесь 15, снизу у меня здесь 15. И проводим прямую линию под прямым углом, линию перегиба. Вот оно. И получается, что... Вот я сейчас расстегну. И получается, что я должна и запаять вот эти два зубчика. Я должна на одной стороне. И вот эти вот два зубчика ниже, которые ниже, я должна запаять. А остальные мне нужно убрать. Нам они не нужны. Убираем верхние зубчики сантиметра 2. Смело сантиметра 2, чтобы они убрались. На другой стороне то же самое. Вот. И сейчас вот эти вот два зубчика я должна спаять между собой. И это и будет у нас верхний ограничитель. Но я сначала попробую на отдельном кусочке, как у нас получится, порепетирую, потому что молния белая, а зубчик, сам паяльник слегка, вот прям чуть-чуть. Я их спаиваю, соединяю. Черная получилась. Вот получилась черная. Муж мне поменял паяльник, насадку на паяльник, и он мне поставил такую плоскую. Вот так вот мы сейчас соединяем, спаиваем два зубчика между собой. Ну, немножко, конечно, остается след, такой вот темноватый, но ничего не поделаешь, что теперь. Вот, теперь я буду делать, паять уже на основной, на правильной. Слегка, вот так вот чуть-чуть я их должна спаять. Вот прям чуточку. Одну сторону и другую сторону. Вот. Все. С лицевой стороны два зубчика между собой практически незаметны, что они спаялись. С лицевой стороны они одинаковые. Вот наш ограничитель. Теперь мы отрезаем молнию. Кончики срезанные молнии тесьмы обязательно запаиваем, иначе они могут рассыпаться. Обязательно делаем пайку. Так, ну все. Дальше нам нужно уже соединить молнию с изделием. Важно знать, что всегда рекомендую начинать первую молнию это со стороны, с правой стороны, то есть которая идет снизу вверх. То есть начинаем не со стороны горловины воротника, а снизу. Вот, уравниваем по низу. Теперь уже уравниваем по верху. Данную молнию я буду складывать домиком. Вот так вот беру и вот так вот домиком
соединяю. Вот. Чтобы у нас верхний край молнии был под прямым углом. Вот так вот. И прикладываю на верхний край обточного воротника. Дальше уже закрепили снизу, закрепили сверху. Все ровно, никаких излишек нету. Значит, начинаем распределять уже по всей длине. Главное, чтобы молния не была посажена. Иначе, если молния будет припосажена, значит борт будет волной. Ну вот, молнию на одну сторону, а именно на правую сторону, я приколола. И сейчас я соединю ее на прямострочной машине. И только после того, как я настрочу молнию на одну сторону, буду переносить все намеловки, симметричные вспомогательные намеловки, после того, как на другую сторону. Когда настрачиваем молнию, мы краем лапки, желательно иметь лапку поуже. У меня ширина лапки стороны лыжи 0,4. Я думаю, что этого достаточно, и поэтому чем ближе у нас будет строчка к зубчикам молнии, тем лучше. Но тоже есть предел не меньше 0,2-0,3. И мы краем лапки упираемся прямо на зубчики молнии и соединяем. Смотрите, никакой посадки практически нету. Значит, мы распределили все правильно, всю нашу молнию и борт, срез борта. Тут два слоя, карман и полочка, и вот срез кармана чуть-чуть можно вырезать, высечь.